Лекция по моей системе спасения гармоничного развития. Я показываю технологию управления событиями, основанную на том, что когда сознание ориентировано на управление, то существует фактор предуправляющий в сознании, и речь будет идти о том, как использовать данный фактор для того, чтобы реализовывать управление спасением. То есть выделяется пространство предуправления, и данное пространство используется как управляющее активное пространство. Для технологии управления, связанной с макроспасением, данное пространство выделяется как среда, которая находится возле выделенного сегмента сознания. То есть цель сознания, которая определена целью управления, она понятна, и вот для макроспасения это внешнее по отношению к данной сфере среда. И управление через нее происходит путем погружения во внутренний слой этой системы пространственной, и управление происходит всегда изнутри. Это для систем макроспасения по доступу для макроуправления. То есть практически это выглядит следующим образом. Выделяется цель управления какая-либо, либо это лечение, либо управление событием в общем плане. И исходя из этой цели, вы выделяете сферу. Лучше в этом случае выделять именно достаточно гладкую, так скажем, сферу, в принципе, любого радиуса. Как только вы выделили сферу, то управление осуществляется следующим образом, что вы вводите внутрь данной сферы содержимое цели управления, и как только вы ввели содержимое в виде, может быть, это похоже с точки зрения оптической визуализации на своеобразный, так скажем, пар, который наполняет выделенную сферу. И это будет называться информацией цели управления, некое такое внутреннее свечение вводите в эту сферу. И затем уже, как только вы ввели, мгновенно организуется вот это вот пространство предуправления. Оно находится в виде некой, также парообразной, так скажем, оболочки на оптическом уровне визуализации вокруг сферы и имеет толщину примерно в половину радиуса этой сферы. При этом эта составляющая на оптической опять визуализации, она не определена в жестких границах, то есть она достаточно произвольно расположена. И вот именно эта составляющая, это есть предуправляющая область. То есть мы говорим о цели управления, когда область управления в данном случае выделена как область макроуправления. И управление заключается здесь в следующем, что для того, чтобы проактивировать внутренний уровень управления, то есть проактивировать содержание внутренней сферы и достичь это содержание на уровне или физическом, или информационном, вы делаете управление следующим образом. Вы входите в виде, например, осевого управления, то есть создаете линию или отрезок управления, лучше всего от уровня своего физического тела, вводите вот в эту прослойку над сферой, этот отрезок светооптический, так скажем, и этот отрезок, он активируется именно внутри внешнего слоя, именно области предуправления. Причем активируется он именно смыслом данного же управления или просто духовным импульсом, который просто-навсего активирует содержимое, внутреннее содержимое сферы цели управления. Активация внутреннего содержимого сферы цели управления, это значит, что вы внутри данной сферы должны обнаружить реализацию события с учетом макросвязи. То есть именно обнаружение реализации должно происходить внутри этой сферы. В отличие от определенного типа лекций, где обнаружение это есть фактор достаточно многогранный, и вы можете диагностировать событие, что оно произошло, либо реализация на физическом уровне, либо на информационном. В данном случае информационная реализация должна происходить именно внутри этой сферы. То есть система диагностики должна происходить именно внутри этой сферы цели управления. Тогда вы работаете по системе именно макросвязи, где учитывается уровень именно макроспасения с уровнем предуправления. Теперь я здесь более детально поясню именно уровень предуправления, то есть когда вы делаете какое-либо управление или решаете какую-то задачу, вообще принимаете решение, естественно, у каждого интуитивно или логически выделяется предшествующая область. Логически она может быть в виде причинно-следственной связи событий, обозначающей, что
в данной области, значит, существует, ну, некая предыстория, и тогда информация предуправления, она может быть либо материальной, либо информационной, и она, в принципе, во многом понятна и известна. Если, например, принимается решение по композиции неких новых управляющих систем, то предуправление может быть неопределенной областью, так как нет, например, предыстории в управлении, тогда эта структура, она определена в сознании как точка сжатия сознания, сжатия, скажем, информации сознания. Вот это точка, где сознание постоянно, ну, как бы сжимается и втягивается в одну точную систему, своеобразный сток. Это вот элемент стока, если так как бы говорить языком физики, где нет, скажем, предыстории, да? Когда мы имеем предысторию, то есть известные, значит, оптические элементы, которые объявлены как логические структуры или структуры прошлого, или даже будущего, то есть можно посмотреть ясновидением и увидеть будущее, тогда получается это уже известная система. И, значит, эти объемы, которые известны, сделать их сознанием, если бесконечными, то есть можно взять и сознанием их настолько увеличить в объеме, что они будут в каждом элементе бесконечны, или в принципе бесконечны с точки зрения восприятия. И соединить эту систему со стоком, о котором я сказал, то есть с точкой стягивания элементов сознания, то мы получим как раз вот эту область предуправления в виде как бы, ну, своеобразной композиции двух управляющих элементов. Получается, что предуправление содержит логически понятно как ту область, которая не имеет предыстории, так и ту, которая имеет. Которая не имеет, это точный сток всей информации в одной точке, как бы элемент бесконечного сжатия информации, а, значит, логический уровень – это бесконечное расширение информации, фактически. То есть на сжатии и на расширении информации вы имеете ту систему, которая организовывает следующие события, фактически. То есть элемент предуправления – это то, на чем вы организовываете управление. Но как бы для того, чтобы организовать управление, значит, мы и используем вот эту систему или элемент сознания, относящийся к системе предуправления, то есть то, что до управления. И так как вы должны в рамках управления управлять любой системой, которую мы назовем в данном случае как система, значит, находящаяся до управления, то мы видим, что к этой же системе относятся и в том числе можно отнести элементы физического тела. То есть какие-то клетки физического тела можно отнести к системе, которая находится до управления. Причем, когда вы эти элементы начинаете рассматривать как элементы, отождествленные, так скажем, с будущим событием, то есть развитие физического тела в будущее, то элементы предуправления – это те элементы, которые создают именно вечность тела в условиях бесконечного развития или даже бесконечной цели развития. В данном случае в качестве домашнего задания посмотрите, если вы ставите задачей бесконечную цель развития, то элементы предуправления организовывают эту систему, потому что предуправление – это там, где управление еще не реализовано. И, значит, когда вы в сознании выделяете эту область, то второй уровень данной лекции – это система саморегенерации при условии внешнего гармоничного развития. Заключается здесь в том, что вы находите, значит, в своем теле, лучше это как бы находить локальную группу клеток, которая организовывает, значит, бесконечный уровень управления из единичного уровня, таких вот, так скажем, физически существующих клеток, но которые относятся к области предуправления. То есть, если информация вашей личности, где, например, существует информация тела, информация принятия решений, как информация, скажем, личности, да, принимает решение по какой-либо задаче, то конкретные клетки выделены для того, чтобы эти задачи существовали до того, как вы принимаете решение, то есть как бы в прошлом. И в том числе они в будущем были бы реализованы. То есть вы организовываете точку настоящего, точку текущего, то есть точку тела фактически, если вот в материальном изложении, личного, например, своего тела. Когда вы организовываете точку, например, своего тела, то вы можете также, вообще говоря, лечить там, любого другого человека, восстанавливать или воскрешать за счет того, что области, которые не обозначены в информации, ну, по логической схеме как управляющие, их можно сделать
вечно восстановимыми или вечно регенерируемыми, то есть, вообще говоря, вечно существующими. И если цель, когда вы в качестве домашней работы посмотрите, что когда цель управления в данном случае реализуется как уже механизм бесконечного управления, то вы увидите, что как бы сфера управления, целевая сфера управления, о которой я вначале сказал, она содержит внутри все события мира так же, как внешняя вот эта система предуправления содержит каждое событие как бы дискретно, оторвано друг от друга, в данном случае событий. То есть предуправление – система дискретных, разобщенных связей, вот в данном контексте управления. И когда вы из единичной, то есть разобщенной связи можете попасть в управление глобальным пространством, что в данном случае происходит, то вы видите, что система управления, она гармонически, как бы замкнулась. Получилось кольцо гармонического развития, что любое управление приходит, как бы обратно или прямой волной к самому же себе в плане познания, и вы получаете так называемое кольцевое развитие. Оно известное достаточно по духовному ощущению, потому что когда вы изучаете какую-либо науку, какой-либо предмет, то вы приходите в конце концов к тому, что у вас возникает ощущение того, что это понято, то, что вы изучили, например, да, определенной степени понимания. Если вы на оптике рассмотрите, эта система понимания имеет, вообще говоря, кольцевидную структуру, и когда развивается эта система, то из вопроса, который вы сформулировали, и на оптике он может находиться, предположим, перед вами, перед вашим физическим телом где-то, этот вопрос развивается по кольцевидному уровню и приходит, соответственно, в ту же точку начала. Так называемая кольцевидная система развития сознания. Эту систему развития сознания очень просто изучить вот из технологий предуправляющей области, то есть из области, где управление еще не реализовано. И в связи с этим, так как вам надо делать управление фактически любым элементом реальности, включая элемент реальности, который существовал до управления, то вы должны это управление делать именно так, как я сказал, из уровня, находящегося внутри области, внутри пространства, который называется предуправлением. Логический смысл этого весьма понятен, потому что если говорить об управлении, например, любым событием из какой-либо точки пространства мышления или пространства сознания в общем плане, или духовного пространства, или управления из души, то если мы делаем управление, мы должны из темы общих связей получить, вообще говоря, по обратной системе связи каждую единичную связь. То есть, кроме того, что мы должны из частной системы, то есть из одной точки получить любую общую связь и получить управление, мы еще должны дополнительно уметь делать обратный процесс, из общей связи получить что-то индивидуальное. При этом понятие обратного процесса – это достаточно тоже условная вещь на уровне восприятия, потому что можно, например, рассмотреть процесс так, что получение из частного общего – это есть обратный процесс к более логичному процессу. И вот этот уровень назначения, то есть вы когда назначаете, то вы получаете, в принципе, именно управление того уровня, из которого вы назначаете. В связи с этим, когда вы делаете управление, вот именно точка назначения, вот уровень назначения, это точка, определяющая векторность вашего развития. То есть либо вы из частного получаете общего, либо вы из общего получаете частное управление. Но и в том и в другом случае вы должны обязательно получать всегда конкретизацию, то есть конкретный фактор управления, то есть ради чего вы управляете, какой уровень, например, управления может быть, так скажем, определяющим. И дополнительно вы должны получить ответ, значит, какая система управления является для вас перспективной, как бы в следующем шаге управления. И одновременно еще получить механизм реализации управления на каждом шаге, то есть на каждой итерации. В связи с этим вот эта вот система именно предуправления, которую я сказал, она еще полезна тем, что там вы имеете
в одной точке, вообще говоря, решение комплекса вопросов. И вот это решение комплекса вопросов заключается в том, что вы можете в область предуправления ставить, вообще говоря, любые задачи. То есть, ну, именно созидательное управление, предположим, это своеобразный, так скажем, локомотив, положив на который цель управления, эта цель все равно перейдет в управляющую систему. Потому что вот та сфера, которая, я сказал, существует как цель управления, это, по сути, когда вы посмотрите на уровне, например, духовной диагностики, то это система фактически реализации цели предуправления. Потому что предуправление, это из слова понятно, предуправление, что это составная часть управления. Составная часть определенного этапа управления, так скажем. Да? Можно в логическую схему все это вынести. Получается, что предуправление все равно сводится к позиции именно достижения целевого уровня управления. И в качестве самостоятельной работы, по возможности, сейчас вот прямо при мне, значит, сделайте перевод внешней оболочки предуправления, вставив в логическую схему, что предуправление – это только лишь одна из частей всей логической цепочки управления, где целью управления является сфера. И прямо при мне сейчас возьмите и переведите. То есть, ну, на расстоянии, например, 2 метров от меня находится сфера целевого уровня управления радиусом сантиметров 20. Там находится информация цели управления. И, соответственно, 10 сантиметров, получается, есть определенный слой своеобразной информации предуправления. Каждый должен сейчас взять и перевести предуправление в управляющую систему путем логических итераций. И при этом целью управления является личная цель каждого. И, соответственно, можно взять цели, присутствующие в зале или вообще в мире. То есть выбрать цель вообще любую, какую-либо из прошлого или из будущего. И проделайте это сейчас при мне. В итоге вы должны каждый для себя получить какую-либо фигуру для восприятия. То есть каждый должен получить, вообще говоря, фигуру, которая бы говорила о том, что ваша задача выполнена. То есть это фигура, которая является информативной, и она несет в себе информацию, что вы задачу сделали. Именно сделали. То есть вы получили то, что вы хотели в управлении. Это будет занимать всего несколько секунд, может занимать, но может занимать иногда и длительное время, там, например, часы. Вот эта технология. По возможности сделайте ее сейчас максимально быстро, например, до минут. А я понаблюдаю. Когда вы работаете на управлении, по возможности не торопитесь. То есть можно делать быстро, но при этом, чтобы не было информации торопливости. Если информация возникает, эту информацию реструктуризируйте. В итоге задачи каждого, кто выявил, я посмотрел так, в принципе, сферы выявлены по принципиальным, скажем, элементам. Задача каждого является получить область, которая бесконечно расширяется. То есть получить то свечение в той же области, о которой я сказал, например, в 2 метрах передо мной, получить область, которая бесконечно расширяется, то есть создает бесконечное количество материи из самой себя, как бы. Эта материя расходится в любые среды мира, в любые системы. Значит, это надо сделать сразу по ходу словесного сопровождения лекции. То есть я сказал, вы сразу сделали.
Когда вы получили такой элемент материи, посмотрите внимательно, что достаточно взять, механически перенести, например, в какой-то орган или какую-то клетку, которые, например, ну как-то видоизменены или поражены, и начинается регенерация ткани. То есть как только вы создаете бесконечный источник информации, информативность которого может быть, в принципе, произвольно, либо это лечение, либо это, например, воскрешение, или это создание события, то вы моментально получаете своеобразный, ну, как бы строительный кирпичик для того, чтобы сделать целевое управление. То есть в данном случае целевое управление заключается в том, что вы всего лишь навсего даете своеобразный источник события нужного в виде локализованной механической пространственной системы, как бы в механистическом понимании. Эта система находится в конкретном физическом месте, вы сделали, перенесли и получили управление. Когда создатель создает реальность, он создает в том числе и участки, которые существуют до возникновения реальности. И вот когда мы говорим о таких системах, то это та система, из чего происходит реальность. Присутствие создателя здесь заключается в процессе развития от того, что вы воспринимаете. Здесь будьте внимательны, то есть я показываю присутствие создателя в развитии вашем. То есть он присутствует там, где вы развиваетесь, имея, например, эту структуру в познании, о которой я сказал. В связи с этим, когда мы говорим о процессе деятельности, например, по управляющим структурам, так, как делает создатель, вы должны какие-то элементы присутствия по возможности объективизировать. Вот где он конкретно присутствует. То есть ваше прямое действие – это и есть контакт с создателем в данном случае. И когда вы получаете, ну, такое, как сказать, установленный, что ли, контакт с создателем, вы можете, естественно, в этой области динамики своего развития делать те структуры, которые делает создатель изначально сам. То есть получается, что в действии вы делаете так же. И когда вы делаете так же, то в принципе вы можете очень быстро сделать достаточно много. То есть, ну, именно вообще говоря, столько, сколько нужно даже. Для системы спасения это всегда упирается в то, что вы именно здесь делаете очень точно. Поэтому точность в технологиях, значит, развития, в технологиях спасения – это обязательность действовать как создатель, то есть действовать, например, вот по показанному элементу и логически, и объективно, например, синхронно и понятно, объективизированно понятно. То есть у вас должны быть каналы понимания, в чем принцип, например, объективизации ваших действий. Так как я даю технологию, которая должна срабатывать, и она в любом случае должна сработать даже в тех случаях, когда вы имеете какую-либо информацию внешнюю, с которой вы не встречались ранее, то основным элементом в вашем развитии является уметь диагностировать ситуацию по объективизации развития. И идеологически понятно, когда ставится цель вечного развития и, например, соответствующие технологии подводятся, это правильно. Другой вопрос, что когда вы работаете на технике управления, то вот эта правильность, она заключается в том, что, во-первых, выявляете точку организации вещества по возможности, ну, примерно так, как я сказал, или точно так. Можно, вообще говоря, постараться найти свой уровень, но тогда надо его объективизировать, что именно это и есть точка организации вещества. И второе, что в действии вы должны видеть создателя. В действии. Любое действие, когда вы видите создателя, есть принцип оптического отражения, значит, вы делаете правильно. Это вот два элемента, которые существуют в развитии, да? Ну, предположим, сделаем такую аналогию, проведем. Если некое космическое пространство, есть космонавты, которые движутся в пространстве, то для них понятно, что если есть индикация пространственной среды, предположим, вакуума, то туда можно двигаться, если нет препятствий, например, метеоритов. Здесь аналогия, она примерно такая же. Динамика движения должна сопровождаться понятными системами. Понятная система – это организация, точка организации вещества и соответствующее сопровождение в динамике развития, сопровождение от создателя. То есть вот поэтому
Я показал сейчас два элемента, и причем повторил как бы примерно так же второй раз. По возможности посмотрите в момент второго повторения, в чем отличие в качестве домашнего задания. Например, я первый раз сказал, а второй раз информация уже была другая, она была видоизмененная, потому что все внешние связи изменились. Получив сведения сейчас, вы их мгновенно передаете во все системы мира на самом деле. И вот вам надо определить, откуда вы передаете во все системы мира. И когда я говорил второй раз, в чем разница, в чем пролонгированность. И по аналогии, по возможности, лично каждый для себя найдите точки объективизации развития или объективизации действия. То есть, когда вы их для себя находите, ну, предложим, на какой-то период даже, да, вы можете рассмотреть, что эти точки, например, работают, да, вы получаете как конкретизированную и реализованную практику, но фактически точки управляющего, так скажем, действия, они могут быть в следующий раз другими. Как любое управление, здесь нужно учитывать, что, возможно, понадобится какое-то видоизменение в развитии. Если у космонавта, скажем так, формально количество признаков ограничено, в физическом пространстве управления оно не ограничено. В связи с этим этот элемент в управлении может быть, ну, несколько иным через какое-то время. То есть здесь, именно здесь, все-таки не нужно делать совершенно статичную систему, как бы логически зафиксированную, и нельзя, например, считать, что эта система должна работать постоянно. Хотя в управлении всегда существует такой смысл, что любое обращение к любому известному уровню управления всегда должно приводить к реализации. И одновременно вы должны строить следующий уровень управления для того, чтобы вы должны развиваться. Вот цель следующего уровня часто только для того делает, чтобы было синхронное развитие в связи с тем, что все внешние связи меняются. Так как происходит изменение информации во всем мире, то, естественно, если вы будете делать всегда одно и то же на сознании, вы будете уже отдалены от уровня прямого управления, например, центром событий, ну, некого там уровня событий. И поэтому вот этот элемент менять управление, переосмысливать и вводить новые элементы, это связано с тем, что вы тогда развиваетесь синхронно, то есть или одновременно, или опережаете. Лучше опережать. Когда вы опережаете, вы, значит, вводите свои управляющие компоненты, и тогда управление для вас проще. Но для этого нужно тогда иногда работать, например, с повышенной скоростью. С практикой это, в общем-то, становится естественно. И для многих из учеников это так уже давно произошло, поэтому управление в данном случае заключается в том, что иногда логически надо подводить статус, например, собственного развития или статус саморазвития, статус развития других. Так вот, если мы выделим здесь систему, например, общих связей, ну, вообще любых событий мира, вот что-то происходит в мире, как я сказал, в качестве домашнего задания вы найдете, откуда вы выходите на все события мира, и как только вы, например, видите эти события как систему общих связей, на оптике восприятия это очень, кстати, локализированная система, это по объему может быть небольшая система в индивидуальном восприятии. То есть некие оптические элементы, которые удалены, например, от физического тела, ну, там, на полметра. И это вот все связи мира, именно те все связи, которые видоизменились, ну, предположим, там, за истекшую секунду, или от вашего понимания. Как только вы их берете, эти связи в виде оптики, визуализируете, например, потому что, как понятно, визуализировать можно то, что нужно. Здесь важный элемент в лекционном материале, вообще во всем, даже, можно так сказать, с точки зрения сегодняшней лекции, что вы должны понимать, и это относится, в общем-то, ко многим лекциям, что все зависит от того, куда вы смотрите. Можно глазами посмотреть на дверь, можно на стол или на любой другой предмет, скажем, который является как, ну, предметом статичным, да? А можно войти в духовный контакт там, с человеком, и при этом статика предмета, на который вы смотрели, например, стол, это информация далеко внешняя, которая выходит она не нужна, она выходит за рамки восприятия во момент духовного общения. Я вот эту систему сейчас ввел, достаточно на большой скорости, словесной, будьте к ней в лекции повнимательнее, почему я сделал разделение именно сейчас. И когда вы смотрите
на, значит, эти события, все, которые выявлены как события изменившиеся, вы можете найти в себе тот источник, который может данные события сделать управляемыми. Именно источник. И вот смысл организации данного источника – это смысл, ну, духовного как бы самообращения, духовного обращения к себе. То есть элемент вашего духовного развития обращается к основной вашей информации. И он развивается как самостоятельная система. То есть здесь вы видите некую грань, которая отделяет как бы комплексное, целостное развитие вас от того, что ваш каждый элемент тоже может саморазвиваться. И тогда получается, что вы можете этот элемент вывести через, например, тоже ясновидение в компоненты наиболее оптимального, то есть высокоскоростного развития, и просто-навсего опять подвести к себе. И получается своеобразное, ну, как вот кристаллы инициализируют развитие других кристаллов, то же самое вы будете иметь повышенное, скажем, развитие или, может быть, регенерацию, что и есть тоже развитие в том числе, то вы это получаете потому, что тот элемент, который был выделен как духовная структура, локализованная духовная структура, этот элемент был вашим элементом и развился автономно от вас, как бы, ну, настолько, насколько нужно, чтобы весь ваш комплекс личностного развития поднять до соответствующего уровня. В чем преимущество данной технологии, что, посмотрев раз на ясновидческим элементом или духовным элементом, просто где даже образов нет, или духовным ясновидением, так скажем, на какой-то элемент реальности в будущем, можно сразу закладывать задачу развития этого элемента так, чтобы вы туда пришли в то событие уже подготовленными. И при этом вы готовились не отсюда, как бы не из этого времени, не путем там наращивания информации, а путем целевого уровня взаимодействия с тем просмотренным элементом события. Но если по кристаллической системе, это выглядит примерно так в оптике кристаллов, например, что если мы один кристалл, предположим, там погружаем в воду, а следующие системы кристаллов, идущие непрерывно, находятся вне воды, то значит, информация преломления света уже в воде попадает в следующий кристалл, ну, как бы в автоматизированном варианте. У них существует признание, и они, если их долго очень двигать там, со скоростью там, миллиметр, предположим, в год, да, есть такие системы, если с миллиметра в год продвигать вглубь воды, то они начинают приобретать форму, адаптированную к воде. Ну, такие эксперименты, они достаточно известны как бы по уровню специальных оптических систем. То получается здесь принцип примерно тот же самый, что вы приходите в событие, а событие уже организовано, соответственно, элементом всего лишь одного просмотра, одного, например, ясновидческого или духовного уровня сканирования, предположим, будущих событий. При этом организация события, она всегда происходит комплексно, то есть это может выглядеть так, что вы идете, например, по тротуару, и вы, например, ну там не наступили в лужу, условно, потому что вы вперед просмотрели, и тогда как бы автоматизированно вы ее перешагнули. Да? Казалось бы, один маленький элемент, но при этом он работал как элемент саморазвития. Это относится к системе и макроспасения в том числе, и управления любым событием и своего сознания. То есть получается, что только лишь просмотр события, при условии, что вы вводите уровень, значит, организации событий для вас фактически, или вашей самоорганизации, это же все-таки в том числе и в основном иногда уровень вашей самоорганизации, вы, значит, получаете вот такого типа управления. И вот этот уровень управления любым событием и своего сознания в данном контексте построен на уровне предуправляющей области зачастую на 80%, потому что когда вы строите такое управление, вы можете видеть, что внешняя организация по отношению к данному событию – это область достаточно произвольная. Вот сейчас вы попрактикуйте прямо передо мной, например, в сфере радиуса сантиметров 20 опять, сделайте практику по такому уровню видения, прямо внутри сферы работайте, а я за вами посмотрю. По возможности во время этой практики используйте уровень духовного восприятия, который в данном случае выглядит следующим образом. Если вы управляете от себя,
что вы видите перед собой часто некую область сопротивления, как бы волновую область, по отношению к которой из себя вы работаете. В данном случае работа идет так, что вас как бы втягивает в систему вне вас. Своеобразно, что ли, возникает такой тяговый элемент, и именно он осуществляет управление. То есть управление идет вдалеке от вас, и возникает именно обратная система, а не система давления от вас. Похоже на то, что некие стоковые системы, и вы втягиваетесь в эту управляющую область. Центр управления находится вдалеке, а не вне того пространства физического, которое возле вас. По возможности проанализируйте вот эту фразу. Я сказал, что вне того пространства физического, которое возле вас. Дело в том, что по области предуправления физическое пространство возле вас, если рассмотреть сферу, например, управление как элемент физического тела, в том числе все тело, да, и рассмотреть область предуправления возле тела, то вне физического пространства, вне этой области возле вас, вы имеете не область, которая не относится к управляющей, с точки зрения предшествующей идеологии, о которой я сказал. Поэтому я имею в виду именно поработайте на области предуправления, то есть внутри области. Задача иногда при таком мышлении может показаться сложно, она в принципе действительно бывает сложной, но по возможности не усложняйте. Можно просто здесь прослушивать речь там несколько раз и получать просто целевое управление и все. В данном вот именно сегменте лекции, там несколько минут. Когда вы получаете такое управление, значит, первым логическим элементом, это уже я перехожу к словесному уровню лекционному, можно уже не заниматься вот именно этой системой управления, кто хочет, может заниматься. Здесь просто тогда, если занимаетесь дальше, по возможности имейте в виду, что следующий шаг управления – это всегда известная область. То есть, вот, чтобы заниматься такой системой управления, будущее должно быть часто совершенно известно в тех композициях, которые вам нужны. Проще всего делать будущее известным, значит, используя ту же область предуправления путем перемещения этой области в элемент будущего и назначая структурную систему будущего. Механически это выглядит очень просто. Вы выделяете эту же сферу, как я сказал, выделяете область предуправления, потом снимаете эту область мысленным усилием и переводите в структуру будущего события. И назначаете эту область такой, которая вам нужна. Тогда вы получаете управление в будущем из области, которая изначально не определена и относится к области предуправления. Но вы можете его структурировать, и более того, вы имеете четкие геометрические позиции, то есть эта область очень четко обозначена. Вы здесь можете конкретно взять эту область из той области, которую я сказал, то есть над сферой целеуправления. И даже известен примерно там радиус, вернее так, толщина, да, скажем, слоя. То есть в данном случае вы получаете целевое, достаточно эффективное управление, используя оптический принцип, который работает практически всегда, независимо от того, имеете ли вы там, предположим, какую-то систему добавления цели управления, или вы, может быть, когда-то вообще заложили цель управления в прошлом. Вот система предуправления существует везде. И поэтому вы можете использовать эту систему как систему накопительного типа, которая, значит, будет способствовать решению конкретной задачи. Вы можете увеличить плотность по целевому управлению, как я сказал, в будущем. В качестве домашнего задания посмотрите, когда я дал просмотровый вариант и дообозначил, так скажем, технологию, показав, что вы можете строить управление просто тем, что вы предуправление вносите в элемент структуры будущего. Посмотрите, значит, что можно было бы на уровне словесном, логическом добавить. То есть постарайтесь какие-то вещи словесно проговаривать, чтобы другим можно было пояснить. То есть как можно было бы здесь
ну, что-то еще добавить. Это вот по личному усмотрению. Если вы другим поясняете технологию, то вот в этом интервале что можно было бы еще сказать? Я это скажу в телепатии, и по возможности вот в следующей лекции все-таки я обозначу словами, но по отношению к другому контексту лекции. Вы этот объем информации найдите. То есть целевая информация по управлению может сопровождаться разными словами, например, да? Ну, ясно, что одно и то же можно выразить разными словами, но можно одну и ту же информацию всегда найти. Такой принцип данной практики. Например, в следующей лекции постарайтесь там выделить информацию, которая могла бы быть, ну, соотносима с тем, что я сказал. Задание, в принципе, оно может быть и сложное, не обязательно это будет конкретно именно следующая лекция, может быть, там через какое-то количество, через 5 лекций, но выделите систему, которая была заложена в этой лекции для той. Логические принципы очень просты, особенно в математике, что в каждой следующей лекции там часто содержится все, что было раньше. Значит, а здесь вам надо это просто выделить на информацию. Попрактиковавшись с этой системой, вы посмотрите вот систему предуправления, как их вообще выделять из прошлого, или же можете их выделять в том числе из будущего. Как из будущего, посмотрите, технология в принципе почти не отличается. Просто там векторность сразу другая, другое пространство будущего. А технология одна и та же. И находя из унифицированного доступа что к пространству прошлого, что к пространству, например, будущего, импульс собственного сознания, найдите, как создатель показывает работу. Унификация, то есть одно и то же. Когда вы испытываете на духовном ощущении, это и есть в том числе показ создателем работы. Потому что для создателя создавать, вообще говоря, во многом все одинаково вот, в плане там, развития реальности. И каждый имеет там равные права. Другой вопрос, что есть другие целевые функции, которые не определены только, например, духовным вкладом в создание. Здесь по возможности найдите работу создателя и делать так, как создатель, исходя из того, что я сказал. Ну, прослушав многократно, например, данную лекцию, особенно вот именно если смотреть вот в окончании, слушать несколько раз эту лекцию, например, истекшие там 15 минут, вы увидите, что там есть много открытых систем, то есть много открытых вещей, о которых я специально не сказал, оставляя на ваше собственное духовное развитие. Именно на духовное в основном. Там дальше идет развитие уже элементов души, то есть структуризация души, но меня интересует, вот чтобы вы выделили спектр духовного развития. И, значит, более того, определить технологию саморазвития, исходя из данного контекста, вот, по теме макроспасения. На этом я данную лекцию заканчиваю. По возможности поработайте с этой лекцией самостоятельно больше. Это связано с тем, что многие вопросы и ответы я заложил в виде определенных нейтральных предложений. Рассмотрите в этой лекции именно такой контекст и проработайте в плане саморазвития на данном лекционном материале. Сейчас будет 10 или 15 минут перерыв, и потом будут ответы на вопросы. Я начинаю ответы на вопросы в контексте сегодняшней лекции. И вопрос в данном случае, вот первый, он относится к тому, что, значит, у меня есть методика концентрации по каждому дню месяца. И здесь как раз вопрос касается того, что когда происходит концентрация на отдельных элементах, например, фрагментах или частях объекта, то когда речь идет о человеке, то его нужно воспринимать полностью. И учитывая, значит, эту ситуацию, как можно работать с частями, например, тела, органами и так далее. В данном случае, ну, с точки зрения, значит, выделенной, что ли, сферы, так можно сказать, когда речь шла о том, что в начале лекции я говорил о сфере целевого управления, то я как раз обозначил область предуправления, вот о которой я сказал, которая находится во внешней по отношению к сфере, значит,
системе, можно сказать, в том же пространстве, но на поверхности сферы. И управление вот по целевому уровню управления происходит внутри данной сферы. Когда мы можем наполнить, например, содержание взять управление, что вы хотите сделать, и последовательно действие за действием вводить внутрь сферы в виде некой такой обобщенной системы информации. Здесь можно действовать таким же образом, работать с частями тела, то есть вводить информацию, например, восстановление части тела там, или органа, или там, клетки внутрь данного, как бы сказать, системного устройства на уровне сознания, можно так сказать, что это системное устройство на уровне сознания. Вы вводите внутрь, и при этом говорите, что поверхность сферы – это есть все тело. То есть визуализируйте на восприятии как все тело. И тогда получается, что вы работаете значит, с конкретным органом внутри, а на физическом пространстве, в принципе, так и получается. И при этом вы можете работать из области именно предуправления, как скажем, возле человеческого тела, делая, например, концентрации возле тела. И при этом, значит, если вы делаете, значит, управление возле себя, возле физического тела, то часть, значит, концентрации вы можете делать просто-навсего, значит, точечно, при этом эта точная концентрация будет учитывать все равно все тело. Потому что область предуправления, она и относится ко всему телу, вообще говоря, и поэтому здесь достаточно понятно, что когда мы делаем концентрации в области управления, например, в области тела, или же на точках тела, например, то мы так и находимся в области предуправления по контексту сегодняшней лекции. И поэтому, если вы управляете как бы несколько дальше от себя, нежели близко к телу, то тогда вы просто эту область вытягиваете. Она в этом плане похожа на своеобразный шар. Если вы вытягиваете какую-то в одну сторону, в других местах она становится тоньше, эта область. То есть это достаточно, в данном случае, конечно выраженная область. И здесь управление происходит именно таким образом, что одно точечное управление учитывает как саму сферу, так и внутреннее содержимое. То есть как человека в целом, так и каждый элемент, например, там, орган. Вот. Поэтому в качестве техники, как бы добавленной вот с точки зрения сегодняшней лекции техники, к этому уровню концентрации можно использовать и вот такую позицию. В данном случае именно оппозиционная духовная структура дает вот именно цельность тела. Часто можно не обязательно, например, именно поверхность сферы выбирать как позицию целостности тела. Можно выбирать и по-другому область, если технология другая. С точки зрения сегодняшней технологии, именно поверхность сферы – это и есть цельное тело человека с точки зрения информации. Следующий вопрос такой, что, значит, как можно устранить косметический дефект кистей рук, значит, и причем у бывшего наркомана от следов инъекций. В данном случае здесь я думаю, что с точки зрения сегодняшней лекции, вот как раз как в продолжение данного вопроса, это будет выглядеть технология объяснения, что когда мы говорим о кистях рук и рассматриваем вот в качестве всего тела это поверхность этой сферы, то с точки зрения, как бы параллельной аппроксимации, так можем назвать этот процесс, или можно назвать так, что каждая точка сферы – это есть поверхность тела. Как аппроксимированная модель, как своеобразная тень, падающая от тела там, на всю поверхность сферы. То, выбрав кисть рук внутри этой сферы, например, скажем так, ближе к центру этой сферы, можно восстанавливать кисти рук, либо значит, первый уровень, значит, концентрации на какой-то точке сферы,
пройдя область предуправления, ну, как бы на большой скорости. А либо, значит, внутри области предуправления, но тогда эта область должна быть несколько расширена, должна быть неточная, и она должна содержать лучше всего именно, ну, те же кисти рук. То есть вы берете в сознании, значит, активируете кисть конкретной руки или рук. Вообще говоря, так можно сделать, естественно, со всеми органами. А в данном случае просто кисть руки я показал геометрию нахождения внутри сферы управления, ближе к центру. Предположим, кожа – это ближе к поверхности, внутренней поверхности сферы, то есть дальше от центра. Это можно найти всегда путем просто ясновидения, где какой орган находится. И тогда управление заключается, как я объяснил, либо активация поверхности сферы, ну, своеобразная как бы точная информационная акупрессура, а либо, значит, находиться в области предуправления, сосредоточив в концентрации именно этот орган. А дальше, как я объяснял, это предуправление, как своеобразный там паровоз условно. Вы положили туда информацию, нормы кисти, и это все увезлось в цель управления. То есть там дальше уже не нужно, например, держать концентрацию как бы и вычислять параметры доступа. Там достаточно только правильно положить. Вот, поэтому здесь понятие «правильно положить» — это просто, во-первых, как я объяснял, импульс должен находиться внутри прослойки предуправления. То есть чтобы ваш импульс концентрации по кисти, предположим, руки находился именно внутри, а не как бы как некий поплывок где-то выплывал за этот слой. Это надо контролировать. Когда вы видите и делаете диагноз, что это внутри, вы получаете точное управление. Таких концентраций, ну, нужно делать несколько, а лучше до тех пор, когда вы уже явно, скажем, в реальном времени, даже если это очень быстро, не определяете первичную динамику, то есть на физическом уровне. И далее идет вопрос, значит, что есть склонность к тяжелым депрессиям. А вот понятие склонности к тяжелым депрессиям, это ситуация здесь такова, что так как это уже обобщенная, казалось бы, проблема, не касающаяся конкретного какого-то локального органа, то область выделения этой проблемы существует как целевая все-таки функция данной сферы. То есть сфера управления, она такова, что вы, во-первых, должны реструктурировать, каким-то образом преобразовать события, вызывающие депрессию, если они реальны, например, на физическом уровне. Это может быть некая, может быть, даже несущественная, с вашей точки зрения, угроза для данного человека, как бы от внешней реальности, от физического уровня, там, от конкретного человека. Но при этом этот человек воспринимает ее как существенную. То есть вам надо просмотреть как то событие, которое является инициатором данной депрессии, и второе, каким образом нужно адаптировать ее психологию, например, ну, скажем так, речь идет о женщине, значит, как психология этой женщины адаптировать к тому, что у нее в будущем события нормальные. Вот эти три, в принципе, элемента, они упираются в исполнение только в то, как вы хотите делать. Либо вы делаете дистантно, то есть дистанционно, не говоря ничего, просто работаете на управление, либо вы говорите этой женщине, что в данном случае вот угроза внешняя, она несущественна, тогда депрессия, она устраняется. И в связи с этим в выборе, вообще говоря, решения, как вы будете действовать, либо словесно, либо просто прямое управление, если нельзя словесно, или иногда и не нужно словесно, просто надо изменять ситуацию без слов, вы принимаете решение по опять системе импульсного подхода к этой сфере управления, либо входите в зону предуправления. А в данном случае понятие депрессии и сочетание событийных систем, то есть вам нужно, во-первых, устранить реальную, пусть даже минимальную угрозу там, некого оскорбления, в данном случае вот, на физическом уровне. Второе – это адаптировать восприятие женщины, конкретно, может быть, это любой пациент, к тому, что в будущем события будут нормальными, и дополнительно проработать как бы
во многом физиомоторную зависимость, состояние и, значит, событий, так скажем. Здесь существует такая промежуточная область, и вот именно в этой области лучше работать также именно из предуправления. Здесь вы можете область предуправления вообще ввести внутрь сфер. Так как я сказал, что с точки зрения будущих событий в цель управления можно выводить область предуправления, то вот там, где, значит, состояние организма зависит от событий, ну, не напрямую, а как бы путем сложных связей, вы можете вводить объем предуправления и вводить просто параметр нормы в сам объем, но находиться внутри цели управления. А, значит, по отношению к событийному уровню и к, например, норме, чтобы не было депрессии, здесь проще работать целостно, то есть с элементом нормы всего организма, то есть с поверхностью сферы, вообще говоря, в районе поверхности сферы. При этом отдельный оптический импульс, который будет проскальзывать по депрессивным состояниям, они могут быть или локальными, или очень редкими, их надо просто как бы просмотреть в будущее и эту сферу внутри прочистить, чтобы они не возникали. То есть реструктурировать эти импульсы в будущем. А далее технология точно такая, о которой я говорил. Либо активация на поверхности сферы, либо это норма состояния, просто, значит, в объективизированном плане для вас. Чем отличие, что норма состояния – это просто обычная социальная норма, например, отсутствие депрессии. Это просто информация, а не конкретный, в данном случае, орган, да, например, как было с кистью руки. И вы берете и вносите эту сферу в область предуправления и держите какое-то время, несколько секунд, например, в сознании. И таким образом вы получаете управление из области предуправления. Или же, как я говорил, концентрацией на конкретной сфере. Здесь вот мы разобрали, в принципе, с точки зрения сейчас систем управления и предуправления, как элементы использования концентрации с учетом всего тела, так и, например, конкретный и обобщенный уровень управления, то есть кисти рук и, например, обобщенный уровень от депрессии. Но если взять кисть руки, да, например, делать управление по кисти руки, то вы можете просто-навсего восстановить одну кисть, вторая восстановится путем того, что если существует норма однотипного плана, то в оптических элементах развития реальности вторая норма, она может просто самоорганизоваться. Поэтому достаточно в данном случае получать одно восстановление, то есть работать можно только с одной кистью руки. И вот этот принцип в качестве самостоятельной работы по возможности его развейте. То есть, значит, если мы имеем некую норму, созданную, пусть даже в мышлении, предположим, мы имеем норму события, которую нам нужно, мы его создали. Это событие нормальное в мышлении, да, в элементе мышления. Если концентрация мышления настолько высока, что задеваются уровни всеобщих связей, ну, проще говоря, достигается управляющая позиция только за счет концентрации мышления в данной области, как бы высокой излучающей оптики, то вы получаете это событие в реальности. А вот такой принцип оптической передачи информации по сопоставительной системе норм, так скажем, сопоставительная, значит сопоставленная с первичной нормой, вы можете делать управление только за счет концентрации. И вот дома отработайте такой элемент за счет как удельного веса, что ли, концентрации, плотности света, проще говоря, в данной области. Вы посмотрите, ну, это несколько похоже на математический расчет, но, тем не менее, иногда на управлении это нужно делать, если есть у вас там время, предположим. Значит, вы берете, увеличиваете концентрацию мышления, лучше находиться, например, в какой-либо примерно заданной точке. Вот где начали мысли, там и мысли, то есть не очень сильно двигаете область мышления. Значит, когда лучше делать возле физического тела, то есть в пространстве возле физического тела, а не в пространстве мышления, которое может быть не ориентировано на физическую реальность. Значит, вы выбрали эту область и начали, ну, как бы ее усиливать в свечении, засвечивать, проще говоря. Увеличиваете интенсивность свечения. И в определенной степени математически, даже вот здесь я уже применю как математический расчет, определите длину пути
значит, этого свечения для того, чтобы получить, ну, реальное задействование какого-то реального события, чтобы так и произошло. То есть смысл здесь в том, что если очень много концентрировать внимание, но в произвольной области, сколько нужно, чтобы получить управление. Теперь берете, находите область управления данным событием, также в физическом пространстве, можно даже в пространстве мышления, и приводите эту область свечения ближе, как бы пододвигаете, и посмотрите, насколько ускоряется управление. И таким образом посмотрите, что просто мышление, это может быть просто действительно мышлением, пусть даже со сверхвысокой концентрацией или очень медленным влиянием на события. А даже единичная мысль без особой концентрации, но в области управления, это ну, если нужно, то мгновенное управление по системе спасения. И тогда, значит, определите, вот, ну, это своеобразно можно делать даже линейкой, как-то замерять, размечать точки на листе и даже выявлять, в чем, например, преимущество управления сразу, то есть мышления в области управления, нежели просто мышление. И тогда вы можете структуру мышления, вообще говоря, самоорганизовать. То есть вот как надо мыслить под целевым образом, как бы при минимальной концентрации вот этой освещенности мысли или события, чтобы все-таки события получать точно, например, в определенную цель управления, чтобы это событие попадало. А со временем, значит, вот найти точку, которая была бы не управляющей, как бы возле вас, это уже будет сложнее. Просто обратите внимание, что, значит, когда вы много практикуете, практически все точки пространства, физического пространства, скажем, возле вас, они становятся управляющими с точки зрения мышления. Тогда вам будет достаточно только перенести мышление ближе к себе, и вы получаете управление. Значит, вы по возможности, значит, ну, проведите такую работу с целью поиска точек, которые надо сделать управляющими возле физического пространства. И тогда вы будете, вообще говоря, уже не нуждаться, например, в специальной концентрации в мышлении, чтобы получить управление. Достаточно будет только, ну, как бы промыслить в области конкретной, ну, предположим, специально для этого вами же построенной. И возьмите и определите, в чем разница, если вы построили область локальную, например, в виде сферы возле себя, и области, которые существуют стационарно от создателя. В чем там, может быть, даже не столько разница во втором уровне вопроса, а как сделать, чтобы построенная вами область, она бы не отличалась. Была бы комфортна, там удобно, но при этом она была бы, ну, настолько же эффективна, как, например, изначально существующие возле человека существуют управляющие области. Их можно даже найти, например, значит, и мышление в них там, или концентрация мысли приводит к определенному типу и виду управления и так далее. Это механизм как бы саморегуляции как организма, так и управления внешней средой. Но я в основном даю управление из побудительных мотивов, то есть управление от лично вас, потому что мне нужно, чтобы вы могли управлять независимо от существующих как бы элементов, ну, максимально, что ли, ускоренного управления. Мне нужно, чтобы вы создавали управление на любом уровне, при любом уровне мышления, и вот поэтому я даю лекционный материал, в основном, который, значит, во многом построен не на существующих элементах, что ли, активного, значит, управления, если мыслить в этой области. Но вы можете эти области найти и посмотреть, насколько, опять же, по светоносности, да, по доступу к макрособытиям. Макрособытия, как выделять, я сказал, это обычная информация. И доступ очень, очень просто видеть, можно даже засечь время, не обязательно даже на часах, а просто снимать информацию о длительности времени пересечения информации в макрособытии. И вы увидите как бы разницу в управляющем подходе. Значит, почему я говорю, что надо эту разницу по возможности как-то рассмотреть? Потому что, как я уже говорил, принцип управления, значит, должен быть таким, что вы всегда должны управлять правильно в случае вот именно макроспасения. А для этого вы должны
сделать сразу, ну, как бы без особого труда, и вот то, что вы делаете именно правильно, вы должны все-таки либо это уметь делать после многократной практики, либо и путем исследования, скажем так, внешней области. Лучше идти через практику все-таки, чем через элемент как бы вот такого оптического исследования. Хотя можно совмещать и то, и другое при наличии времени. И еще один из вопросов у меня есть, который был ранее задан, здесь он приемлем. Он касается того, что когда вы мыслите, то мышление может происходить как в области, значит, вашего пространства мышления, не связанного, например, с физической реальностью, так может происходить и одновременно в области, скажем, физического пространства. То есть вы четко можете обозначить, что данная мысль, например, какая-то находится возле вас, но при этом бывает часто, что вы начинаете мыслить в области пространства мышления, а попадаете по каким-то признакам, потом видите, что мысль организовывается и функционирует возле вас, возле уже физическом пространстве, на физическом уровне. Так вот, вопрос заключался в том, как, во-первых, переводить из пространства мышления, например, в пространство физического мышления. И, во-вторых, ну, что механизм может дать, это уже от меня такое вот предложение для данного лекционного уровня, что такой переход может давать. Значит, ну, во-первых, переводить из области, значит, которую можно назвать пространством мышления, где не присутствует физическая реальность, в область, где присутствует физическая реальность, можно переводить вот по той же схеме, если брать область предорганизации, которая возле сферы, то перевод осуществляется в данном случае таким образом, что аппроксимируя, ну, то есть как бы назначая значит, пространство предорганизации, то есть предсобытий, которое существует возле сферы события, значит, пространством мышления, вы можете именно соотнести это пространство, причем мышление вне физической области. А сферу событий назначить пространством мышления в физической области. И взять и перевести. Вот в качестве практики сейчас сделайте это при мне, и я посмотрю. Один из элементов перевода пространства на как бы предсобытийного типа или предуправляющего пространства в пространство цели управления я показывал только что можно внутри сферы внести для определенного элемента событий. Но как-то же я прошел границу этой сферы. Как я прошел эту границу, вот вы это сделаете в качестве домашнего задания. Значит, когда вы получаете перевод из пространства мышления, которое не соотносится с физической реальностью, в пространство мышления, значит, которое находится в физической реальности, вы получаете переход через уровень духовного воспроизводства реальности. То есть там, где душа организовывает реальность через духовные аспекты познания и управления. Вот дух, он по-разному организовывается душой. В данном случае духовное развитие влияет, всем понятно, на реальность. Так вот, область перехода это среда. И по возможности, значит, выделите в пространстве управления, ну, как бы подобные, что ли, системы. То есть вот где идет управление, например, не только брать, если духовную составляющую, а где идет, например, управление ментальной, то есть логической составляющей, если мы рассмотрим позиции взаимодействия дух и душа. В данном случае мы рассмотрели позицию только лишь мышления и получили пространство организации духа, именно развивающего реальность от души, как пространство перехода. Можете даже рассмотреть, почему вообще это именно так. В данной лекции, значит,
я объяснять не буду, но в телепатии я в течение 3 дней после данной лекции я это дам, с 10 до 11 вечера. Почему именно так? И когда вы рассмотрите, ну, прикладной, что ли, смысл, значит, для чего можно использовать, что ли, в прикладном аспекте вот эти вот понятия, о которых я сказал, то прикладной смысл, он весьма понятен. Здесь можно получить духовное управление системой мышления. Это своеобразное образование на основе высокодуховных истин, то есть образование как бы наоборот. Мышление становится подконтрольным духовному, например, импульсу спасения. А духовный импульс спасения, он может быть безграничным, и он таким и является. Следовательно, любые образовательные технологии будут иметь своеобразный надстроечный уровень, который регламентирует развитие, ну, как бы формы мышления именно в этом аспекте. И в качестве самостоятельной работы посмотрите, каким образом можно создавать такие образовательные технологии, которые, значит, развитие логического статуса ставят под своеобразный контроль, а это, наоборот, это, кстати, максимальная свобода в мышлении, там, где есть вечность развития. Логика очень простая. Дух, имеющий знания о вечном развитии, является определяющим фактором в сложении пространства мышления, в организации пространства мышления, собственно говоря, самих мыслей. Тогда вы имеете те же самые мысли, но они несут вот этот свет, например, макроспасения, свет вечной жизни, но они, в принципе, те же самые. То есть само мышление никак не меняется. Но управляющий смысл здесь становится уже другой, надстроечный. Это система, значит, развития от самопознания фактически путем вот создания разной технологичности управления от разных источников управления. То есть комбинация систем управления дает именно образовательный принцип, который является не просто образовательным, но и сразу же управляющим. И можно это сделать, ну, самостоятельно, используя разные комбинации. Следующий, значит, вопрос, или как просьба, значит, дайте, пожалуйста, технологию унифицированной системы регенерации клеток в сторону 18 лет. Ну, очевидно, это написала женщина, так как женщины более 18 лет не имеют по практике, поэтому здесь вопрос, он такой, именно связанный с разностью информации мужчины и женщины вот, по регенерации. Когда мы говорим об унифицированной системе регенерации, например, если рассмотреть регенерацию с точки зрения воспроизводства, следующего воспроизводства реальности по пролонгированному, то есть бесконечному типу, когда реальность является вечной, то регенерация в сторону 18 лет, то есть либо это, например, рост, да, если женщина меньше 18 лет, либо это по возрасту омоложение. И когда речь идет о такого типа регенерации, то женская регенерация с точки зрения унификации, она заключается в том, что для женщины, для женского организма бесконечность развития сосредоточена в том числе в разовом, ну, физическом уровне, там, например, рождения ребенка. То есть это тоже следующее развитие. Получается, разовый физический реальный уровень – это бесконечность развития там, ткани данной женщины, например, да? Так как у мужчины как бы физического акта рождения ребенка нет, то регенерация происходит к 18 годам, например, если брать те же 18 лет, но не векторного плана. Если у женщины 18 лет это есть векторная регенерация, связанная с актом разового физического уровня, например, рождения ребенка по воспроизводству вечному, то у мужчины это система просто наполнения клеточного уровня, предположим, информацией такого плана. То есть разница именно в векторальности, значит, этого действия. Для женщин закладывается информация векторного типа либо к 18 годам, либо в минус 18, да, лет. При этом она совершенно ориентированная. То есть там 18 лет это как своеобразная точка отсчета, и можно, если для женщин более старшего возраста, это значит против часовой стрелки, а менее значит по часовой стрелке.
Почему нужно в 18 лет? Потому что для восстановления организма существуют системы, когда просто заложить информацию будущего – это и есть восстановление. И тогда это и есть регенерация. Поэтому это как лечебная процедура иногда применяется. И когда речь идет об, например, о мужчине, то в данном случае векторальность она отсутствует, просто-навсего ставится процесс регенерации, где понятие возраста входит в саму информацию внутрь, как бы импульса информационного. В этом разница. С точки зрения, значит, существующей, так скажем, реальности, почему существует такая реальность, что есть мужчины, есть женщины, и, значит, эта реальность имеет все данные для бесконечного развития, вы самостоятельно просто поработаете с этой информацией и посмотрите, вот почему именно так вот происходит, где та связующая основа, что Создатель дал точную композицию, то есть точную организацию системы развития именно в таком виде. Вот почему? Где вечность развития, например, сосредоточена, например, в разности полов. То есть по возможности вы ответьте на эти вопросы, также может быть вариантом векторального распределения импульса развития, например, или же каким другим, но по возможности посмотрите, во-первых, разницу, во-вторых, объединяющее начало, так скажем, по системе познания. И понятие унифицированной системы, тоже здесь написано, это слово, унифицированный. Это важное достаточно слово. Почему я так долго и говорю про эту просьбу, что унификация достигается тем, что вы понимаете в уровне духовного познания, что вечность развития – это единственный уровень как бы точности развития. То есть унификация возникает в познании. И по возможности такие типы унификации вы в момент ответа на эти вопросы найдите. Я на данном вопросе, именно лекционный курс сегодняшний заканчиваю с учетом ответа на вопросы. И просто хотел бы еще добавить, как бы дополнительно к материалу, именно связанному с этой лекцией. Так как по практике я даю прикладные ответы, связанные с самим материалом, например, лекционным, и данные ответы происходят в текущем уровне, то есть они, например, даются, например, либо перед лекцией, либо ранее. Посмотрите в качестве управляющей системы, опять с точки зрения унифицированности подхода, что когда вы, например, рассмотрите, откуда пришел вопрос, предложим этот вопрос, про регенерацию клеток, и рассмотрите лекционный материал, например, ответ, постарайтесь применить технологию, если какой-то другой лекции или другого уровня понимания, то в таком случае как бы выглядел ответ, например, на конкретный вопрос. То есть по возможности попрактикуйтесь с точки зрения применимости, например, не конкретно в прикладном, что ли, плане одной лекции, и можно даже определить, почему именно так я отвечаю, почему здесь, я считаю, есть прикладное значение сегодняшней лекции. В таком контексте вопрос. Посмотрите, как будет звучать ответ, если лекция, например, другая. То есть смысл данного тренинга заключается в том, что вы должны лекции знать до уровня того, что они организуют методологии, как бы каждая сама по себе, или даже каждое понятие само по себе создает методологию получения знаний, то есть ответов. На сегодня я заканчиваю лекцию. Спасибо за внимание.